Добро пожаловать на Сатурн, невероятно красивая планета, выделяющаяся своими гигантскими кольцами, огромными размерами и неисчислимыми богатствами. Хотя какие сокровища, вы спросите, могут храниться на газовой планете? В этом видео я открою для вас Сатурн с другой стороны. Самая богатая планета Солнечной системы, владеющая запретными сокровищами, которые никто не сможет добыть просто так, но которые в теории могли бы сделать из вас долларового триллионера. И в этом ролике вы узнаете, как это возможно. Меня зовут Артур Заргарян. Желаю приятного просмотра. Что интересного человечество знает про Сатурн? По размерам в Солнечной системе уступает только Юпитеру. У него откуда-то есть кольца, которых в таком количестве больше нет ни у кого. Да и в общем-то все. Летит себе спокойно в космосе, никого не трогает, и на том спасибо. Ну еще оказывается, на нем частенько идут дожди из алмазов, которые стоят очень дорого. Хоть и бери их и продавай. Но ведь было бы все так просто, да? Знаю, что мои слова сейчас кажутся какими-то фантастическими и не соответствующими действительности, но поверьте, как только вы узнаете, вы сами не слабо удивитесь. Сатурн по диаметру больше Земли в 10 раз, а по объему почти 800. Но все это по сути огромное скопление газов. А что насчет колец? Они на 99% состоят из льда, а в остальном это пыль, камни и прочее, если можно так выразиться, мусор. Но газ на деньги разменивать ведь не особо интересно, да? С одной стороны, за Сатурном можно было бы просто наблюдать в телескоп, как за красивой планетой. Но в то же время здесь происходит самая настоящая магия. Несколько десятилетий назад ученые выдвинули гипотезу, что на Сатурне могут быть алмазы. После этого они подключили свои знания по математике, астрономии, физике, начали все рассчитывать и весьма удивились, потому что в этом действительно есть правда. Но откуда там вообще могут быть алмазы? Безусловно, Сатурн — это газовый гигант, у которого нет залежей, подобных тем, которые есть у Земли. Но в то же время у Сатурна свой козырь в рукаве. Это очень жесткие планетарные условия. Вот представьте, на самых верхних слоях планеты температура где-то минус 180 градусов. Кажется, там очень холодно. Но вот в глубине Сатурна она достигает около 10 тысяч градусов. А что насчет атмосферы? Для сравнения, на дне Марианской впадины давление примерно 1000 атмосфер. А на Сатурне давление более 1 миллиона атмосфер. Это катастрофически много. Здесь, так же как и на Земле, бьют молнии и бушуют шторма. Вот только здешние молнии мощнее земных примерно в 10 тысяч раз, а скорость шторма достигает 1800 км в час. Чем больше глубина, тем более опасные условия. По сути, Сатурн — это идеальная кузница для выработки чего-то очень ценного и весьма запретного. С этой информацией мы подбираемся к самой сути. Откуда здесь алмазы и сколько они стоят? Атмосфера Сатурна в основном состоит из водорода и гелия, но есть еще один ключевой компонент, который сейчас нам интересен. Это метан. На глубине примерно 200 километров бьют молнии, которые от такого всплеска энергии расщепляют метан, и из него выделяется чистый углерод. Поначалу он представляет собой ничем не примечательные частицы сажи, которые все так же летают в атмосфере, но гравитация Сатурна постепенно затягивает их все сильнее. На глубине примерно в 1000 километров давление поднимается уже до 1000 атмосфер, а температура достигает 2000 градусов. В таких условиях сажа постепенно начинает превращаться в графит, тот самый, из которого сделаны наши карандаши. Но сама магия начинается дальше. На глубине примерно 8000 километров давление достигает примерно 3 миллионов атмосфер, а температура переваливает за невероятные 6000 градусов. Графит здесь уже точно превращается в кусочки алмазов, которые падают вниз, создавая дожди из драгоценностей. Вот только вопрос, куда эти алмазы деваются дальше? Поскольку на Сатурне нет твердой поверхности, где эти алмазы могли бы скапливаться, они падают все дальше, пока не достигнут ядра планеты. Там они уже не выдерживают и расплавляются в жидкий углерод. Но это не похоже на цикл воды на Земле, где она переходила бы из одного состояния в другое. В случае с Сатурном этот процесс односторонний, и однажды весь метан израсходуется, а алмазные дожди перестанут существовать. Но на почве этого предлагаю также поразмышлять, сколько денег могли бы принести эти драгоценности и возможно ли вообще их
оттуда достать. По данным НАСА, Сатурн каждый год производит примерно 1000 тонн алмазов. И если в одной тонне алмазов находится примерно 5 миллионов карат, то в 1000 их 5 миллиардов. И если взять за расчет, что 1 карат стоит $2000, то ни много ни мало, но Сатурн каждый год производит примерно 10 триллионов долларов. Это как ВВП 140 самых беднейших стран вместе взятых. Вдумайтесь на секундочку в эту цифру. Представьте, сколько поколений могло бы больше никогда не работать, имея такие деньги. Самая дорогая в мире роскошь, автомобили, самолеты, виллы, да все могло бы стать вашим. Вот только вопрос, а возможно ли вообще каким-то образом всю эту драгоценность оттуда каким-то образом достать? Давайте предположим, что вы какой-нибудь Тони Старк. Вы гений, у вас есть технологии, у вас есть ресурсы. Допустим, первый вариант. Отправим космический зонд. Идея в том, что он долетит до Сатурна, соберет там алмазы и вернется с ними обратно. И эта идея тут же обречена на провал, потому что ни один зонд не переживет условия Сатурна. Даже если он и доберется до планеты, обратного пути не будет. Он просто повторит судьбу Галилео, который, правда, отправили на Юпитер, но ситуация будет аналогичная. Но если внутрь Сатурна не залезть, то почему бы не попробовать достать эти сокровища с внешней стороны? Тогда второй вариант. Притащим на Сатурн ядерные бомбы и взорвем их изнутри, чтобы алмазы вылетели наружу в космос. Но даже такой энергии наверняка будет недостаточно. Да и сами алмазы от этого, скорее всего, просто испарятся. Когда я писал сценарий к этому видео, я не придумал каких-либо еще интересных способов, как можно было бы залезть в Сатурн и достать эти драгоценности оттуда. Но если у вас есть какие-то интересные идеи, то смело пишите в комментарии, обязательно порассуждаем. В конце концов, думаю, что это не представляется возможным, ну или во всяком случае с нашими текущими технологиями. А даже если и возможно, то чрезвычайно дорого и рискованно. Мы можем только ждать, пока технологический прогресс скаканет вперед, и мы найдем способы стащить оттуда пару-тройку тысяч каратов. Но вполне возможно, что к этому времени ресурсы Сатурна иссякнут, и никаких алмазов там больше и не останется. Не просто так в начале ролика я сказал, что Сатурн это планета триллионеров, вот только сокровища эти запретные и человеку недостижимы. Но главное сокровище здесь даже не в алмазах, а в самой планете. Открою секрет, но Сатурн не единственная планета, которая производит алмазы. Это может делать даже и Юпитер, пускай и чуть поменьше. А вот таких колец, как у Сатурна, нет почти нигде. Шанс встретить такую красивую планету невероятно низкий. А то, что она еще и находится в нашей системе, и мы можем за ней наблюдать, так и вообще почти невозможно. Иногда главные сокровища находятся буквально в поле зрения человека, но далеко не каждый способен их разглядеть.